Что на Луне? Мы-то теперь знаем, что Луна — огромный каменный шар. Он величаво плывет в космосе, огибая Землю. А каково было людям раньше, когда телескопов не было? Смотрели они на Луну просто так, вглядывались, старались разглядеть ее получше и думали, старались догадаться, что такое Луна. При серебристо-голубом лунном свете все кажется таинственным, загадочным. Застыли деревья. Искристая дорожка рассыпалась по воде. Тишина. Луна — сказочная царица ночи. Много сказок сложили про нее люди. На юге нашей страны, в Киргизии, рассказывают про Луну такую сказку. Жил-был богатый хан по имени Месяц. У него была дочь, красавица Луна. Много заморских богатырей предлагали красавице Луне свою руку и сердце. Хотели взять ее в жены. Но всех прогоняла ханская дочка, потому что любила бедного корабельщика-моряка, и он любил ее. Но никогда не отдал бы хан свою знатную дочь за какого-то безвестного корабельщика. И тогда юноша решил отправиться в дальние страны, совершить великий подвиг и вернуться прославленным героем. Уж тогда хан не посмеет отказать ему. Простился корабельщик со своей невестой и уплыл далеко за океан. А красавица Луна стала ждать его. Много времени прошло, все нет ее жениха. Забеспокоилась Луна, стала выходить на берег по ночам, смотреть, не едет ли корабельщик. А его все нет и нет. Может быть, с ним что-нибудь случилось? Плачет Луна, тоскует. Умер старый хан. Осталась его дочь одна в роскошном дворце. И каждую ночь надевает она свой подвенечный наряд, садится в волшебную лодку и медленно плывет по небу с подругами, звездами. С тоской всматривается она вдаль, ищет своего пропавшего жениха. Поэтому так бледна и грустна Луна. В другой древней сказке Луна — это волшебный серебряный остров, плавающий в синем небесном океане. На этом острове живут диковинные жители, не похожие на людей. Но чаще в сказках Луна живая. Ведь и правда, когда смотришь на Луну, кажется, что глядит на тебя с неба добродушная рожица. Уж очень похожи темные пятна Луны на рот, нос, глаза. Луна в сказках всегда хорошая, добрая, иногда грустная. Вспомните хотя бы Месяцовича из «Конька-горбунка», который, потеряв царь-девицу, грустил в своем изумрудном тереме. В телескоп люди хорошо разглядели Луну, но хотелось увидеть на ней побольше всяких мелких, интересных подробностей. Стали с помощью ракет посылать разные автоматы прямо туда, на самую Луну. Своими стеклянными глазищами они осматривались, и все, что видели около себя, показывали нам с помощью телевидения.
Сперва автоматы были неподвижные. Где опустится на Луну, там и сидит. Только головой вертит. Потом ученые и инженеры стали забрасывать на Луну автоматы более мудреные. Среди наших, советских, были, например, такие, что садились на Луну, высовывали длинную стальную руку, брали кусок лунного грунта и прятали его в захваченную с собой небольшую ракету. Она взлетала с Луны, возвращалась на Землю, и ученые, как говорится, не выходя из дома, получали в руки кусочек Луны. Другие наши автоматы имели колеса с моторами. Такой луноход осматривал местность и по телевидению показывал людям на Земле, что он видит вокруг себя. Люди с Земли по радио управляли луноходом, и он ехал по Луне прямо, направо или налево, куда ему приказывали. Они могли даже приказать луноходу, остановившись, потрогать рукой грунт, узнать, рыхлый он или твердый, выяснить, из чего он состоит. Автоматы сообщили людям много нового и важного о Луне. Но американцы все же захотели послать на Луну своих космонавтов. Задачу они себе задали труднейшую. Много лет готовились. Первые люди, американские космонавты Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин, ступили на Луну в 1969 году. А всего на Луне побывало 12 американских космонавтов. Они привезли много лунных камней, фотографий, а главное, рассказали о своих впечатлениях. Теперь, после их полетов и после работы наших луноходов, мы вполне можем себе представить и наши с вами путешествия на Луну. Ракета доставила нас на место за 2 суток. Мы на Луне. Выходим из ракеты в скафандрах. Иначе нельзя. На Луне ведь нет воздуха, нечем дышать. А в скафандре внутри воздух есть. Луна меньше Земли и слабее притягивает. Все предметы здесь становятся легче в 6 раз. Можно одной рукой поднять своего товарища, как будто он игрушечный, набит ватой. Мы здесь такие легкие, что свободно прыгаем через широкие канавы, вскакиваем одним прыжком на высокие уступы скал. Кажется, что кто-то невидимый все время поддерживает нас. Здесь и падаешь не так, как на Земле. Медленно опускаешься, точно погружен в воду. Нейл Армстронг рассказывал, что если нечаянно упадешь лицом вниз, то не ушибешься, а подняться можно, просто оттолкнувшись 2 руками от грунта. Он рассказывал, что легкость и мешала ему иногда. У легкого человека ноги слабее прижаты к грунту и скользят, как на льду. Если стоишь и хочешь пойти, то ноги вначале буксуют. Надо постепенно, маленькими шажками разогнаться. А потом, когда уже быстро идешь, то не можешь сразу остановиться или круто повернуть. Ноги скользят, проносишься дальше. Приходится заранее, постепенно замедлять ход. На Луне всегда полная тишина. Сколько ни кричи, никто не услышит. На Земле звук передается через воздух. На Луне воздуха нет. Можно под самым вашим ухом ударить в колокол, и вы ровно ничего не услышите. Точно ударили по ватному одеялу.
Переговариваться здесь можно только по радио или делая друг другу всякие хитрые знаки руками. Что же видно вокруг? Ни деревьев, ни травы здесь нет. Пустыня. Грунт неровный. Точно навалили всяких комков да камней и, чуть подровняв, припорошили серо-коричневой пылью. Камни из этой пыли торчат. Всюду колдобины. Не смотреть под ноги — споткнешься. Ямы на Луне чаще круглые, с приподнятыми краями. Похожи на воронки, развороченные взорвавшимися снарядами на войне. Большие ямы, их называют кратерами. Целые огромные котлованы, обрамленные круговыми грядами холмов. У самых больших кратеров дно – круглая плоская площадка. Поэтому они напоминают огромные стадионы, окруженные трибунами, или гигантские цирки без крыш. Небо на Луне совсем не похоже на земное. Оно не голубое, а черное. Днем и ночью одинаково черное. Только ночью оно усыпано звездами. Их и днем можно разглядеть, но только закрывшись от солнца и от освещенной равнины. Кроме солнца, на черном небе висит земля. Голубая, огромная, вся точно измазанная чем-то белым. Это наши облака видны. Интересно, что солнце на небе движется, а земля стоит на одном месте. Это получается из-за того, что Луна смотрит на Землю все время одной стороной, как смотрел щенок на девочку, бегая вокруг нее на веревочке. Помните? Солнце освещает Землю с одной стороны, поэтому Земля видна серпом. Чем ближе на небе Солнце подходит к Земле, тем тоньше делается серпик. А когда Солнце проходит мимо Земли, она видна красивым серебристым колечком. Солнце ползет по лунному небу медленно-медленно. День здесь длится целых 2 недели. За такой длинный день Солнце успевает так раскалить камни, что на них можно, как на плите, готовить обед. Удобно, правда? Зато, когда наступит ночь, то только держись. Ночь здесь длится тоже 2 недели. Все скалы кругом очень быстро остывают. Крепчает мороз. Через несколько дней он доходит уже до 150 градусов ниже нуля. А солнце взойдет еще не скоро. В такую погоду лучше сидеть дома, у печки. Неуютно на Луне. Даже страшно.